Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о российском актере Марате Башарове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Еще только вчера Марат Башаров подал заявку о вступлении в антикоррупционный комитет, однако артисту ответили отказом. Однако члены комитета отметили, что известный актер вел себя крайне странно, суетился, нервничал и совершал неадекватные поступки. Складывалось такое впечатление, что Марату Алимжановичу есть что скрывать. И опасения сотрудников антикоррупционного комитета оказались не напрасны. Сегодня утром соседи по дому, где проживает Марат Башаров, вызвали полицию. Они пожаловались на странный запах, который исходит из квартиры артиста. В трехкомнатной квартире Марата Алимжановича было обнаружено тело его супруги, актрисы Екатерины Архаровой. По данным судмедэкспертизы, 49-летняя женщина погибла 3 дня назад в результате удара по голове тяжелым предметом. Видеокамеры, установленные в квартире артиста, зафиксировали, что между Маратом Алимжановичем и его супругой возникла бытовая ссора. Марат Башаров был в состоянии алкогольного опьянения и нанес своей жене удар по голове тяжелым предметом, напоминающим молоток. К слову сказать, Марат Башаров еще ранее печально прославился своим неадекватным поведением по отношению к бывшей супруге Елизавете Круцко, которая часто жаловалась на постоянные побои со стороны артиста. По данным антикоррупционного комитета и полиции, Марат Башаров уже полностью признал свою вину, был арестован и на данный момент дает показания в полицейском участке. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба организации Никиты Михалкова сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса. Вчера вечером покончил жизнь самоубийством известный российский оперный певец Евгений Кунгуров. Точная причина трагедии пока устанавливается, однако достоверно известно, что за несколько часов до происшествия Евгений Кунгуров связался со своей супругой и предупредил о том, что собирается уйти из жизни. Жена Евгения Кунгурова находилась в другом городе, вызвала спасателей МЧС, но было уже поздно. Отметим, что у Евгения Кунгурова осталось 2 детей, и последние месяцы он наблюдался в психиатрической клинике. После трагического происшествия с членом комитета, известным певцом Львом Лещенко, на территории Башкирии, города Уфы, началась глобальная антикоррупционная проверка. По некоторым данным, она займет не менее 2 месяцев. Многие зрители интересуются судьбой Раймонда Паулса и его появлением в антикоррупционном комитете. Напомним, что легендарный композитор ради работы в организации Никиты Михалкова в начале февраля вместе с семьей переехал в Москву и работает в антикоррупционном комитете почти 3 месяца. Состояние здоровья члена комитета и известного актера Константина Хабенского остается крайне тяжелым. На данный момент он находится в реанимации одной из московских больниц. 3 дня назад на известного артиста в подъезде собственного дома было совершено нападение, где он находился под домашним арестом по обвинению в убийстве одного из совладельцев развлекательного комплекса «Крокус-Сити». На данный момент органы следствия и члены антикоррупционного комитета работают над поиском заказчиков преступления. По многочисленным просьбам зрителей мы публикуем последние новости о состоянии здоровья членов комитета, которые пострадали в последние месяцы во время трагических происшествий. Состояние членов комитета Вячеслава Добрынина и Ирины Муравьевой нормализовалось. Они работают в штатном режиме. Напомним, что известные артисты пострадали в январе месяце при проверке подпольных казино в городе Калининграде. Игорь Скляр, который в феврале месяце попал в дорожно-транспортное происшествие, находится на домашнем лечении и через несколько дней выходит на работу.
Вячеслав Малежик, пострадавший в январе месяце, уже снова работает в антикоррупционном комитете. На данный момент в больнице в состоянии разной тяжести находятся члены комитета Лев Лещенко, Никита Малинин, Лариса Удовиченко и Константин Хабенский. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.